We've been talking about the kingdom, and that's the high point of Israel's history. И мы говорили с вами о царстве, это пик израильской истории. The high point is the united kingdom under David and Solomon. И пик царства был во время Объединенного царства при Давиде и особенно при Соломоне. But because sin has its corrupting effects upon the people, Но по причине тлетворного влияния греха на народ, and even kings that are after God's own heart are sinful men, царь по сердцу Божьему оказался в итоге грешным человеком. the kingdom is divided, and we begin to see the downward spiral for the kingdom. И царство в итоге разделилось, и мы увидим путь царства просто по нисходящую спираль. The northern portion of the kingdom is totally apostate religion. Северная часть царства полностью шло в отступничество, в отступническую религию. God has patience and waits until the corruption takes its full course. Бог терпелив и ждет до тех пор, пока растление не достигнет пиковой точки. Then he brings judgment upon the northern kingdom. И потом Бог навел суд на Северное царство. And now we have simply a surviving kingdom to the south. И сейчас мы видим уже выжившее царство на юге. But we have the corrupting effects again of the southern kingdom. Но там снова в этом южном царстве мы видим тлетворное влияние греха. And God brings the Babylonians to discipline the southern kingdom as well. И Бог наводит вавилонян, чтобы дисциплинировать и южное царство также. And now we could say we have just a disciplined kingdom, which is really no kingdom at all. И теперь мы уже можем сказать, у нас осталось только царство под дисциплиной, которое не царство ни разу на самом Children of деле. Israel are in exile. That's part of the destruction of the kingdom. Сыны Израилевы находятся в плену, в изгнании. Это вот судьба царства в текущий момент, как у нас. We saw the implication is the weakness of human kings. И мы видели уже вывод, который можно сделать из этого: слабость человеческих царей. God is still working by grace. Бог все еще трудится по своей благодати. So he raises up prophets to call the people to himself. И Бог возвысил пророков, чтобы призвать народ к себе. And because the people not only ignore the prophets, but even killed some of them. И по причине того, что люди не просто проигнорировали пророков, а некоторых даже убили, They don't return to the Lord. они не возвращаются к Господу. So we have the discipline of the period of the exile. So let's talk about the implications of the exile. И мы видим дисциплину в виде определенного периода плена. И поэтому давайте поговорим сейчас о выводах, которые мы можем сделать из плена. We can't overemphasize that the kingdom is totally destroyed. То есть мы не можем переоценить значение того факта, что царство полностью уничтожено. It's destroyed in every way. Оно уничтожено во всех смыслах. And what we actually have is now, instead of God ruling the earth, И что мы видим уже в этот момент, что Бог теперь вместо того, чтобы править землей, instead of God ruling through the nation of Israel, вместо того, чтобы Богу править через народ Израиля, the rest of world history is going to show us the nations are going to be dominant in world history. оставшаяся часть мировой истории показывает нам, как нации, народы берут контроль над мировой историей, начинают не доминировать. We could even say that there's a transfer of sovereignty or rulership to Gentile nations. Мы можем даже сказать, что имеет место определенная передача владычества, передача суверенности языческим народам. And God is going to permit empires to rise up. И теперь Бог позволяет уже разным империям восставать и возвышаться, и потом In the place of the nation of Israel, no longer the nation of Israel is destroyed. вместо народа израильского, потому что народ израильский, их царство уничтожено в пух и прах. So we have the end of the dynasty that runs through Solomon, the dynasty of David running through Solomon. И мы видим, что династия Давида через Соломона, царский род Давида, прекратил существование практически. That comes to an end with the exile. И в момент плена эта династия прекратила существование. Another very important event or series of events Еще одно очень важное событие или серия событий is the departure of the
visible presence of God. Это уход видимого присутствия Божия. Departure of the Shekinah glory that resided in the temple. Уход той славы Шекины, которая пребывала в храме. And if you remember in the book of Ezekiel, И если вы помните, конечно, все помнят, в книге Иезекииль, you can see that the Shekinah glory first goes to the top of the temple. мы видим, что слава Шекины вначале перемещается на верхушку храма. In fact, let's take a look at Ezekiel chapter 8. Давайте посмотрим Иезекииля 8 глава. We have a description of the departure of the Shekinah glory. Мы видим описание того, как слава Шекины уходит. Verse 4. Давайте посмотрим 4 стих. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видела на поле. Видел на поле. So the glory of God of Israel was there. И слава Бога Израилева была еще там. And then we're going to see the beginning of the departure. И теперь мы увидим начало ее отшествия. Read verse 5 as well. Стих 5 прочитайте, пожалуйста. Сказал мне, сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности приходит. Well, actually, that's the beginning of idolatry. И вот это начало идолопоклонства. Let's see, skip down. 9.3 прочитайте, пожалуйста, потому что слава уходила поэтапно. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, которым была порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песка. So it departs from the Holy of Holies and is on top of the threshold of the temple. Итак, слава сошла с Херувима к порогу дома. And then 10:4, it goes further away. И 10.4 указывает, что она переместилась еще дальше. Kostra? 10.4. Verse 4. И поднялась слава Господня над Херувима на поріг дома, і наповнився дім хмарою, а повітря наповнилось сяйвом Господньої слави. And then he departs from there. In fact, let's see, 11:23. Is that the one you had there? И оттуда слава 11:23. No, перемещается, Боба. смотрите, 11 глава, 23 стих. 3:22 and 23. 22-23, Вова, прочитай, пожалуйста. Слава Господня поднялась из города и остановилась над горой к востоку от него. Дальше. 23. Дух поднял меня и перенес к плетникам в Халдею. В видении, Да, все, 22-23. Okay, so outside of the temple. Итак, слава, она ушла из храма, остановилась над горой, которая на востоке. And there's never a record of the Shekinah glory returning to the temple. И никогда больше мы не видим никаких записей о том, чтобы слава вернулась в храм. In fact, the glory will not reappear until the millennial temple. И слава на самом деле и не явится на земле до тех пор, пока не будет построен храм тысячелетнего царства. Just an indication that God is abandoning the people. Это просто знак того, что Бог оставляет свой народ. That's the severest of the judgment, is God no longer amongst them to protect them. И это самый суровый из судов, потому что Бог уже больше не рядом с ними, чтобы защищать. They will experience a history of persecution over and over and over through most of the rest of their history. И большая часть оставшейся им истории, они будут снова и снова и снова переживать на себе гонения. So we have this departure of the glory of God. Итак, мы видим это отшествие славы Господней. Some of the results of the exile. This is just a list of some of the results. Некоторые результаты плена вавилонского. Вот We said, obviously, the destruction of the kingdom in every way, including the departure of the glory of God. Мы увидели разрушение царства во всех аспектах, включая отшествие Божьей славы. What God has done is He has purged Israel of idolatry. И что делает Бог? Он очищает Израиль от идолопоклонства. Because they're no longer a nation. Потому что, уже больше нет народа. They're scattered and they're in captivity. Они оказались рассеяны, они оказались в плену.
We also have the beginning of what Jesus describes as the times of the Gentiles. Также мы видим начало того, что Иисус назвал временем язычников. Jesus describes this in Luke chapter 21, the times of the Gentiles. Иисус использует этот термин в Луки 21, говоря о том, что времена язычников наступают. Now, it doesn't occur anywhere else, but it's a good description of the period of history from the destruction on. И этот термин, который мы видим в Луки 21-24, больше нигде не встречается, времена язычников, но он хорошо описывает период от разрушения Иерусалима и далее. When Jesus is just talking about the times of the Gentiles, he's talking about the time when they will end. И когда Иисус говорит о временах язычников, Он говорит конкретно об окончании этого времени. We could say that the times of the Gentiles began when Israel went into captivity. И мы можем сказать, что время язычников началось, когда Израиль отправился в плен. And will run until Messiah delivers the nation of Israel from under Gentile dominion. И эти времена закончатся, когда Бог освободит Израиль из-под языческого плена. So throughout Israel's history, from the captivity, they have always been oppressed by different nations, different kingdoms. И на протяжении всей израильской истории, начиная с момента плена, они всегда находились под гнетом разных царств и разных империй и народов. They've always been threatened as a people by surrounding nations. Им всегда какая-то была угроза от окружающих народов. And even today, even though there's a nation in the land of Israel right now, И даже сегодня, несмотря на то, что нация живет в земле своей прямо сейчас, they're surrounded by Arab nations that continually attack them and threaten them. она окружена арабскими народами, которые постоянно угрожают и атакуют. The major one is Iran, that is developing nuclear weapons. Ключевой народ в этих атаках и угрозах — это Иран, который сейчас уже выработал атомное оружие. That's the history of Israel since the destruction of the kingdom. Но вот это на самом деле ничего нового, это вся история Израиля со времени пленения. Now we can plot the times of the Gentiles on our timeline. И мы можем нанести времена язычников на нашу хронологию. And we would say the times of the Gentiles began with the Babylonian captivity and the Babylonian Empire. Сказать, что времена язычников начались с Вавилонского плена, с Вавилонской империи. In fact, Daniel, in Daniel chapter 2 and again in Daniel chapter 7, predicts this period of time. И Даниил, кстати, в Даниила 2 главе и позже в 7 главе, он предсказывает вот этот временной период. Remember, Daniel is ministering during the time of the captivity. И помните, что Даниил как раз-таки осуществляет служение во времена плена. Daniel is in Babylon. Даниил находится в это время в Вавилоне. He interprets the vision of Nebuchadnezzar, Он истолковывает видение Навуходоносора. and it's a description of empires that will come and dominate world history. И это описание империй, которые будут приходить одна за другой и доминировать в мировой истории. Daniel describes after Babylon a Medo-Persian empire. После Вавилона Даниил описывает пришествие Медо-Персидской империи. Then he describes the Greek empire that conquered the Medo-Persians. После этого он описывает возвышение греческой империи, которая завоюет медоперсов. And then he described the Roman empire that dominated the Greek empire. И потом он описывает Римскую империю, которая в итоге возвысилась над греческой. That's world history even beyond the first century. И это мировая история вплоть до самого первого столетия. And it even predicts a revived Roman empire at the end of the age. И даже мы видим, что Даниил предсказывает возрожденную Римскую империю в конце веков, в последнее время. There's a gap in time in which obviously we have the church age that is not predicted. И есть определенный промежуток, есть определенный разрыв временной, в течение которого существует церковь, в течение которого мы живем, и этот период никак не предсказан. The times of the Gentiles won't end, as Jesus predicts, until he returns. И времена язычников, согласно предсказанию Иисуса, не закончатся, пока Он не вернется. We'll come back and look at this chart again. И мы еще вернемся и посмотрим на эту табличку.
So we have the beginning of the times of the Gentiles, Итак, мы видим начало времен язычников. and now also Jewish people are spread all over the world. И теперь мы видим, что израильский народ рассеян по всему миру. So what God is doing, we call that the diaspora. The diaspora are Jewish people that populate other nations. И что делает Господь? Он рассеивает евреев и превращает их в диаспору. Диаспору, то есть это небольшие группы еврейского народа, рассеянные среди других народов. Another thing that God has done with the Jewish people, He's used them to have an impact on all of the nations. И еще что делает Господь? Он использует евреев для того, чтобы влиять на все другие нации. In fact, it was Jewish people that Paul went to first amongst the diaspora when he went on his missionary journeys. И именно к евреям, находящимся вот в этой самой диаспоре, в рассеянии, первым делом отправлялся Павел во время своих миссионерских путешествий. The first converts of the early church were from the diaspora, not only in Jerusalem, but throughout the Roman Empire. Первые новообращенные в церкви, они были как раз-таки представителями диаспоры, рассеянных евреев не только в Иерусалиме, но и по всей Римской империи того времени. And there is a diaspora today that exists from 70 AD. И в наши дни также существует еврейская диаспора, рассеянное сообщество по всему миру, и оно существует с 70-го года нашей эры. I believe the 144,000 Jews that are converted during the tribulation И я думаю, что вот эти 144 тысячи евреев, которые будут обращены во время Великой Скорби, I believe they come out of the Jewish diaspora of today. я думаю, что они произойдут также из еврейской диаспоры, подобной той, которую мы видим сегодня. We also have an interesting type of scripture and literature. И также мы видим появление очень интересного вида литературы. It's called Интересный вид писания. apocalyptic literature, which is highly figurative. И эта литература называется апокалиптической, и ей свойственен крайне символичный образный язык. For example, you could consider most of Ezekiel as apocalyptic. И вы можете, например, считать книгу Иезекииля по большей части апокалиптической. Or at least it resembles a literary form of that period of time. Ну, или, по крайней мере, it resembles, да, то есть она не соответствует другой литературе более буквального вида, которая была характерна в то In время. the New Testament, many scholars classify the book of Revelation as apocalyptic. It's prophetic, but it's got a subset called apocalyptic. И в Новом Завете многие исследователи книгу Откровения вот, считают также частью этой апокалиптической литературы. Это пророческая книга, но также и апокалиптическая. Now, with Scripture suppressed and God's people scattered, Теперь, учитывая то, что Писание оно находится под it appears that ударом, a spiritual vacuum was created. и Писание, скажем так, его влияние уменьшилось, и народ рассеян, кажется, что создался какой-то духовный вакуум. It's very interesting that during the 70-year captivity, during the 70-year exile, И очень интересно, что в течение вот этого 70-летнего плена, 70-летнего изгнания, that world religions rose up to fill that spiritual vacuum. начинают возвышаться различные мировые религии, пытающиеся заполнить этот вакуум. This is also the period of time when the Greeks developed their wisdom. It seems to fill that vacuum. И также в это же время греки сильно развивают свою философскую школу, которая, похоже, нацелена на заполнение данного вакуума. For example, during the 70 years, Zoroastrianism was raised up. Например, в течение 70 лет плена развивается зороастризм, Buddhism, Hinduism rose up during that 70-year period. буддизм, индуизм возвышается в течение этого периода. Taoism and Confucianism rose up during the 70 Даосизм и years. конфуцианство возвышаются также в этот период. This is also the period where legalistic, Judaistic
Judaism rose up. И также в это же время зарождается законнический, легалистический иудаизм. This is the form of Judaism that existed in the time of Christ. И это та самая форма иудаизма, которая существовала во времена Христа. It arose during that 7-year period and even degenerated further until the first century. 7-year period. Да. И эта форма иудаизма возникла как раз-таки в течение 70-летнего плена, и к моменту прихода Христа в первом веке она уже окончательно растлилась и достигла пика растления. It's very interesting that these rose during that 70-year exile. И очень интересно, что все эти религии, все эти течения, они появились как раз-таки во время плена израильтян в Вавилоне. For the sake of time, I'm going to skip that graphic. Так, по причине экономии времени пропущу там один график. And let's look at the fourth implication that we can draw. И давайте посмотрим на четвертый вывод, который мы можем вывести из плена, разрушения. What we can say is, during this period of time, as a result of the work of the prophets, И мы можем сказать, что в течение этого периода времени, в результате труда пророков, I've already mentioned that the kingdom itself is a preview of the messianic kingdom. ну, и я уже упоминал, развилось вот это вот предвкушение мессианского царства, и то царство, которое мы рассматривали перед этим, оно было лишь прообразом того будущего. This preview comes in the form of the kingdom itself under David and Solomon. И прообразом вот этого будущего мессианского царства стало Израильское царство под владычеством Давида и It Соломона. has all of the characteristics of the ultimate millennial kingdom, the kingdom of Solomon and David. И у этого прошлого царства под властью Давида и Соломона были все характеристики будущего тысячелетнего царства. But it's even in the decline and in the exile that we have some of the clearest passages pertaining to the millennial kingdom. И именно во время периода упадка и разрушения царства и плена мы видим самые ясные отрывки, пророчествующие о будущем мессианском царстве. So these are the major implications of the kingdom period. И это ключевые выводы, которые можно сделать из периода царства. And partly even during the destruction of the kingdom. И частично даже из периода разрушения царства. One application we can draw is we are secure in Israel's king. И одно из применений, которое мы можем сделать, это то, что мы находимся в безопасности. He's not a king like the kings of Israel. He's a sinless king. Мы во Христе, мы в израильском царе, и он не такой царь, как были грешники, он безгрешный царь, и нам поэтому He doesn't have the weaknesses of sinful men. у Иисуса нету тех слабостей, которые были у грешных людей, других царей, But in fact, he has the character of God himself. но он образ Божий в полноте. We belong to him. Он обладает Божьим характером, и мы принадлежим ему, мы в нем. So that leads us to our final event of world history in the Old Testament. И это приводит нас к последнему этапу мировой истории, описанному в Ветхом Завете. I call it a return because now we're going to have a regathering of the nation of Israel. Я называю этот этап возвращением, потому что теперь мы видим заново, как собирается народ Израиля. Now this is predicted by the prophets as well. И это также предсказано пророками. And some of those prophecies pertain to the time before the coming of Messiah for the first time. И некоторые эти пророчества, они говорят о приходе Мессии в первый раз. But some of those prophecies pertain to the ultimate restoration of Israel and could be part of what we're seeing today. Но некоторые эти пророчества говорят о будущем окончательном восстановлении Израиля, и, может быть, исполнение этих пророчеств мы наблюдаем уже в дни нашей жизни. The historical books that describe that return are Ezra and Nehemiah. И исторические книги, описывающие это возвращение, это книги Ездры и Неемии. So let's take a quick look at the return of the Jewish people to the land of Israel. И давайте быстро взглянем на вот эту историю возвращения еврейского
еврейского народа в землю израильскую. Now, this is the return at the end of the Old Testament. И это то возвращение, о котором повествует уже конец Ветхого Завета. Now, some people call it a restoration, and it's a partial restoration. И некоторые люди называют это восстановлением нации, но это частичное восстановление. But it's not a complete nor final restoration. Но это восстановление не окончательное, не последнее. So I try to emphasize it by not calling a restoration, I call it just a return. Поэтому я пытаюсь подчеркнуть этот факт, что это еще не полное восстановление, используя просто термин возвращение. So here are the four major divisions of the Old Testament. Итак, это 4 ключевых подраздела в Ветхом Завете. If the whole Old Testament is the anticipation of Messiah, И если весь Ветхий Завет это ожидание Мессии, all of the events of the Old Testament are setting the foundation for the coming of the Messiah. то все события Ветхого Завета, они дают нам уже, выстраивают сцену для прихода будущего We Мессии. saw the origin of Israel. Мы увидели происхождение Израиля. That's the book of Genesis. Это книга Бытие. We saw the emerging of Israel. That's Exodus to the book of Judges. Мы увидели становление, появление Израиля. Это с книги с Исхода до Судей. We saw the kingdom of Israel. Мы увидели царство Израиля. That includes the books of Samuel and Kings, Это включает в себя все 4 книги царств. or in the Russian Bible, the four. Самуила до царств. And that leads us, this would include the destruction where there's not a historical book. И включает сюда также и разрушение, которое не описано в исторических книгах в полноте. And then we have the historical books that describe the return. Ну и, хотя нет, описано в исторических книгах и разрушение, и также возвращение Израиля есть в исторических книгах. So you might consider this a historical outline with 4 parts of the Old Testament. И вы можете считать это вот таким историческим планом Ветхого Завета в 4 частях. And like we said, we have foundation building on foundation. И как мы уже говорили, что одно основание накладывается на другое. And we've gone over this enough. We have creation, we have fall, И мы уже достаточно с вами пробегали по этой схеме. У нас есть сотворение, грехопадение, flood and scattering. рассеяние. From the nations, God calls one individual. И из народов Бог призывает одного человека From Авраама. that individual, we have a covenant that specifies a nation, С этим Israel. человеком Бог заключает завет, который уже дает начало новому народу, Израилю. Main purpose of that nation is to establish a kingdom. Ключевая цель этой нации в том, чтобы установить царство. Unfortunately, that kingdom is destroyed, К сожалению, это царство оказалось разрушено. and we have an event between the destruction we call the return that anticipates the coming of the Messiah. И есть также вот это событие после разрушения, это возвращение, и оно предвосхищает будущий приход Мессии. And Messiah was rejected by his people, so we have a church age. И Мессия был отвергнут своим народом, поэтому у нас уже сейчас век церкви. But Messiah is going to return and establish the kingdom that even begins in the book of Genesis. Но Мессия вернется и установит царство, которое начинается уже, которое, обещано еще в книге Бытие. Remember, we have the roots of the kingdom in the creation mandate before the fall of man. И вы помните, что корнями своими царства уходит вот в это повеление, данное еще при сотворении в Бытие 1:28. And we have the rulership of the second Adam in the millennial И в kingdom. тысячелетнем царстве мы видим правление второго Адама, который будет править и владычествовать. And the seed of the woman that is predicted in Genesis 3 И семя жены, предсказанное в Бытии 3:15, is ultimately the one that resolves the issue of evil. в конечном счете это тот самый Мессия, который решит окончательно проблему зла. That seed will reign in the millennial И kingdom. это семя
кто будет править в тысячелетнем царстве. I think it's important that you see the total picture of the Old Testament Я думаю, это весьма важно для вас видеть общую картину Ветхого Завета and see world history from a biblical view, и видеть мировую историю с библейской точки зрения, because these are the major events of world history. поскольку это ключевые события мировой истории. It makes sense of secular world history. In other words, it gives us an understanding even of secular world history. И это вполне сходится и со светской мировой историей и дает нам лучшее понимание светской мировой Have истории. you been able to think? Remember the challenge I gave the first hour that we started? Я думаю, что вы помните тот вызов, который я бросил вам, когда мы только-только начали курс. Is there any event in a secular world history book more important than these historical events? Есть ли какое-то событие в светских книгах по истории более важное, чем вот эти события? No? Can't think of one? И если, наверное, никто из вас не может придумать ни одного, Okay, I can't either. So, я тоже не могу. okay. Now, with the return, this tells us, gives us insight into an area of God as well. Но возвращение Израиля в землю также дает нам какие-то истины о Божьем характере и его атрибутах. With the destruction of the nation, with the destruction of the kingdom, God could have just left Israel in the ashes of their destruction. Уничтожив нацию, уничтожив царство, Бог мог так и оставить Израиль в руинах и в пепле. They violated the covenant. God could rip up that covenant and say, I'm done. Они нарушили завет, они нарушили договор. Бог мог просто разорвать договор и сказать «до свидания». He promised that he would destroy them if they departed from the covenant. Он пообещал им, что Он их уничтожит, если они отступят от завета. And had God left them in destruction, he would have been a righteous and just God. И если бы Бог так и оставил их в этом разрушенном состоянии, Он остался бы праведным и справедливым Богом. But he's also a God of grace, and he will fulfill all of the gracious aspects of who he is. Но наш Бог также Бог благодати, и Он исполнит в жизни Израиля вот все те атрибуты своего характера, всю ту благодать, которая есть в Его характере. J.I. Packer describes the grace of God as the following. Джеймс Пакер описывает благодать Божию следующей фразой. It is God showing kindness or goodness to persons who deserve only severity Бог являет доброту к человеку, который заслуживает только осуждения, and had no reason to expect anything but severity. и у которого нет причин ожидать ничего другого, кроме как сурового осуждения. That severity is deserved by the nation of Israel, И такое суровое осуждение заслужил Израиль как народ, but it's also deserved by you and I as goyim or Gentile. и такое же осуждение заслужили также и мы с вами, будучи гоим, то есть язычниками. But God has chosen to show goodness and kindness to those that are undeserving. That's grace. Но Бог решил продемонстрировать доброту и милость, благость свою к незаслуживающим этой милости, и это благодать. Psalm 103:8 and 102:8 in the Russian Bible. Псалом 102:8 в синодальной Библии говорит: Lord is compassionate and gracious, slow to anger. щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. He is abounding in loving kindness or chesed, То which есть is a word of grace. Господь, мы видим, да, многомилостив, вот это слово хесед, еврейский аналог слова благодать. 1 Corinthians 1:4 also emphasizes God's grace. И 1 Коринфянам 1:4 также делает акцент на Божьей благодати. Paul thanks God always concerning the Corinthians Павел благодарит Бога всегда, думая о Коринфянах, for the grace of God which was given in Christ Jesus. из-за благодати Божией, которая была дана нам во Христе Иисусе. So this period of return, a major characteristic of it is a display of God's grace. И вот этот период возвращения Израиля в землю, основная характеристика Бога, которую Он провел в этот момент, это Божья благодать. He's taken a Jewish remnant, bringing them back to the land of Israel Бог взял остаток Израиля и вернул их назад в землю, in order to prepare them for the coming of the Messiah. для того, чтобы приготовить их к приходу Мессии.
So our final event of the Old Testament is the return of Israel preceding the coming of Messiah. Итак, наше последнее ветхозаветное событие – это возвращение Израиля, предшествующее приходу Мессии. So do you have these 11 events? Итак, есть ли у нас 11 событий? Creation, fall, Собирается сотворение, грехопадение, flood, scattering, потоп, рассеяние, Abraham, Авраам, Exodus, исход, law, закон, conquest, завоевание, kingdom, царство, destruction, разрушение. return. And again, we're seeing these cycles of sin. И опять же, мы видим вот эти самые циклы греха. We saw them with the destruction of the kingdom. We've gone over it several times, over and over and over. Мы видели их в разрушении царства, мы уже многократно и многообразно эти циклы греха пробегали. Снова и снова. Looking at it instead of major events, looking at it in terms of the outline of the history Да, of ну the Old давайте Testament. вместо того, чтобы смотреть как на события, посмотрим как бы группы событий и разделим Ветхий Завет на периоды. The origin of Israel, that's all of the book of Genesis, Происхождение Израиля, вся книга Бытие. to about the 1700s BC. Это где-то со второго тысячелетия до нашей эры до 1700 годов. That's the end of Genesis. Это где-то 1700-е годы, это конец книги Бытия. Book of Genesis or Exodus, all the way through the book of Judges, we have the emerging of Israel. Книга Исход и вплоть до книги Судей – это становление Израиля. And then an even shorter period of time, we have the period of the И kingdom. потом даже более короткий период времени – это период царства. Same outline, except I'm putting it on a timeline. Тот же самый план, что у нас был, просто я сейчас размещаю все на хронологическую шкалу. After the kingdom is destroyed, И после того, как царство было разрушено, which includes 70-year captivity, включая 70-летний плен, then we have a return preparing for Messiah. мы видим возвращение и подготовку уже к приходу Мессии. And Messiah will arrive. И потом Мессия придет. Okay. So we're looking at a restoration under Ezra, towards Zerubbabel and Ezra. That's the book of Ezra. Итак, мы видим сейчас восстановление Израиля под руководством Зоробабеля и Ездры. And then we'll also look at a restoration under Nehemiah. И также мы посмотрим, какую роль в этом восстановлении отыгрывал Неемия. Let's look at some implications of the return. Давайте сразу выведем некоторые выводы из возвращения Израиля в землю. One of the main ones is that God is preparing His people. He's preparing the nation of Israel. Один из главных выводов это то, что Бог готовит свой народ, Он готовит народ израильский. Preparing Israel for the coming of their Messiah. Готовит Израиль к приходу их Мессии. This is exactly what we have in other passages. Это именно то, что мы видим в других отрывках. 2 Chronicles 26 anticipates this preparation. Второе Паралипоменон 26 уже предвосхищает вот эту грядущую подготовку. He said, O Lord, the God of our fathers, art thou not God in the heavens? И тут сказано, что Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? Are you not ruler over all the kingdoms of the И nations? Ты владычествуешь над всеми царствами народов. Power and might are in thy hands, so that no one can stand against thee. И в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. God is going to maintain a sovereign control over the nations. Бог все равно продолжает держать все народы в своей владычественной руке. Он контролирует их. The world will be controlled by these world empires, but God remains in control. Мир с виду может контролироваться этими могущественными империями, но в конечном счете основной контроль принадлежит Богу. No one is going to be able to thwart the ultimate plan of God, so the plan is going to continue to unfold. И никто не сможет приостановить исполнение плана Божьего, и этот план будет постепенно в истории все дальше и дальше продвигаться и раскрываться. So Israel, we have a preparation. Итак, в Израиле мы видим подготовку. We talked about a transfer of supremacy, but God has not forgotten the nation of Israel. Мы говорили о передаче превосходства языческим народам, да, передаче как бы владычества,
Но это не значит, что Бог забыл об Израиле. We saw the departure of the glory. Мы увидели уход славы Шехины из All храма. of these are preparing Israel as well. We have the purging of idolatry. И все это также подготавливает Израиль к приходу Мессии. Мы видели очищение от этого поклонства. And we're going to see a restoration, at least a partial restoration of the И nation. мы увидели частичное, по крайней мере, восстановление народа в земле. Under Ezra and Nehemiah, we're going to have a return to the land. И под руководством Неемии и Ездры мы видим возвращение Израиля в землю. Remember, the land is very important. It's specified by the Palestinian covenant. И помните, что фактор земли очень важен, потому что он особо подчеркнут Палестинским заветом. So before God can fulfill his promises, he has to bring the children of Israel into the land. Поэтому перед тем, как Бог сможет исполнить свои обетования, ему надо вернуть Израиль в их землю. And by the way, you can trace all of these in Ezra and Nehemiah, all of these points here. These are the main points of Ezra and И, Nehemiah. кстати, все эти пункты вы можете проследить в книгах Ездры и Неемии. Я просто привожу вам базовые моменты книги Ездры и Неемии. What was the main task in the book of Ezra? What was the main function and what was the main thing that they were to accomplish? Какова была главная задача, главная цель у Ездры и Неемии, которую они достигли? Rebuild the temple. Rebuild the temple. Отстроить So храм. we have a rebuilding of the temple. То есть мы видим там отстройку храма. So it's a restoration of the land and a restoration of true worship. Итак, это восстановление Израиля в земле и восстановление подлинного поклонения. The 10 tribes had an apostate worship. У 10 колен поклонение было отступническим. The southern kingdom fell into idolatry. Южное царство недалеко ушло, они впали в идолопоклонство. So God wanted to restore a worship of the one true God. И Бог хочет восстановить подлинное поклонение единому истинному It was Богу. also a restoring of the people. It was a spiritual restoration of the people. И также имело место духовное восстановление народа, That people would have true fellowship. чтобы у народа было подлинное общение с Богом. And With you have With to God, yeah? say that Fellowship again. with God. Fellowship with Да, God с Богом. and with one another Ну as и well. друг с другом тоже, кстати. And what was the main task of Nehemiah? И какова была главная задача Неемии? Build the wall. Rebuilding of the walls. Строить Exactly. стену. Exactly. So we have a restoration of the walls that will give the city security. И мы видим восстановление городской стены, и это, конечно же, придавало городу определенную степень безопасности. But there was also a restoration of what else? Very important element. Но также это было восстановление кое-чего еще, очень важный другой момент. Remember the three elements that make up a nation? We already have the land. Три элемента, которые формируют нацию. Земля у нас уже есть. We have restoration of the people. Мы видим восстановление народа. So what do we need? Constitution, the Yeah, law. we need a restoration of the law. Да, нам нужно восстановить закон. And what do? They read, Ezra reads the law И что они делали? Ездра публично читал им закон. and teaches the people. That's И учил народ. Nehemiah chapter 8. И это мы видим в Неемии 8 главе. If we had time, we would read that chapter. Было бы время, мы бы... After the reading of the law, they renew the covenant. И далее, после обновления закона, они обновили завет. После восстановления закона они обновили завет. So God is restoring the nation of Israel. И Бог таким образом восстанавливает народ израильский. But they're not independent. They are under the dominion of these world empires. Но теперь они уже не независимы, как были раньше. Они сейчас под владычеством вот этих могущественных мировых империй. They're given permission by the Medo-Persian Empire to return and to do partial restoration. Мидо-персы разрешили им вернуться и частично восстановить народ и свою They will be нацию. oppressed by the Greek Empire after the Medo-Persians. После мидоперсов какое-то время они будут находиться под гнетом греков. And they will be under the oppression of the Roman Empire when the Romans conquer the Greek Empire. И после того, как римляне завоюют Грецию, Израиль снова окажется под гнетом уже римлян на этом. So these are the high points of that restoration and return. То есть вот это ключевые
ключевые моменты вот этого восстановления и возвращения. And then there's a period of silence. There's no revelation. There's no prophets. И потом мы видим вот этот период молчания, тишины, когда не было никакого откровения от Бога, не было никаких пророков. No record of scripture, period of silence until the Messiah. Никаких новых добавлений в Писание до тех пор, пока не появился Мессия. But what happens in that period of time? Но что случилось в этот период времени, который мы называем межзаветный? Remember the cycles of Кто sin. помнит? Цикл Cycles of греха, sin again, цикл regeneration. греха, цикл греха и рождения. А? Seven cycles of sin? Народ. Маккабеес. Yeah. Да. Восстание Маккабеев. And by the time Christ comes, they are solidified into a legalistic Judaistic system. И к моменту прихода Христа они уже все, по сути, весь народ погряз по уши вот в этой, скажем так, уже затвердевшей законнической религиозной системе. So even though the nation is restored, there's still sin involved in the people. И несмотря на то, что народ восстановлен, все равно грех имеет свое тлетворное влияние на них. But besides those that return, there's still the majority of the Jewish people are still in the diaspora. Но помимо вернувшихся, мы видим, что большая часть еврейского населения находится в диаспоре, как в рассеянии, в миграции. And God will use them also, as I said, when the gospel is proclaimed concerning Messiah. И Бог также будет и их использовать, когда будет провозглашаться Евангелие и провозглашаться весть о Мессии. We talked about the beginning of the times of the Gentiles. This also is part of the implications. Да, и частью выводов является то, что возвращение также является, происходит в период язычников. And here's a little more detail on those empires. The Babylonian Empire, this would be the beginning of the times of the Gentiles. И вот немножко больше информации по поводу империй, о времени язычников. 605 года начинается время язычников, когда Вавилон в первый раз взял Иерусалим под контроль. And the Babylonian Empire lasted to 538. И Вавилонская империя продлилась ее существование до 538 In fact, this is года. Israel here, destruction 586, 587. Different scholars give a date for. Вот здесь вот мы видим Иерусалим и его уничтожение. 587, 586 год, разные ученые по-разному чуть-чуть дают, но... So we'll put it on a timeline again. The Babylonian Empire or kingdom extended through most of the Middle East. И вот нанесем на карту, вот Вавилонская империя распространилась практически на весь Ближний Восток. Part of the Turkish Empire today, Turkey and all of the Middle East. Частично оно захватывало даже территорию современной Турции, то есть Турция и Ближний Восток. Present day Iraq. Нынешний Ирак, So all of Syria, all of вся Сирия, Israel, весь Egypt, Израиль и Египет. Saudi Arabia. Саудовская Аравия. Это вот, That's the Babylonian вот это Empire. Вавилонское царство. Да? Then we have the Потом Medo-Persians, Мидо-Персия начинается. 539 to 331. 539-331. We'll add them to our Добавим timeline. их на нашу карту, на наш график. Israel returns 536. That's Израиль under Zerubbabel. В 536 году до нашей эры возвращается в землю под руководством Зарававеля. Captivity, period of captivity. Вот это как бы промежуток, дырка здесь, это период плена. But notice Israel is under dominion. That's why I put it on the bottom here of the Babylonians, the Medo-Persians. Но обратите внимание, что здесь уже Израиль под властью других стран. Почему он внизу схемы нарисован? Там вавилоняне, персы. And the Medo-Persian Empire extended all the way to India. И Вавилон, простите, Мидо-Персидская империя, она даже больше расширилась, чем Вавилонская, до самой Индии дошла. And extended even further in terms of Turkey and even southern Russian territory. И на север она тоже пошла дальше, всю Турцию захватила, и даже некоторые территории, юга России нынешней. Okay, Ukraine's off the map. Украина на карту не попала, извините. Okay.
The Greeks conquered the Medo-Persians 334 to 63 BC. These are all BC. Греки завоевали медоперсов, их империя длилась где-то с Put them on our 334 до timeline. 63 года шло завоевание. And again, the nation of Israel is dominated by the Greek Empire during this period of time. This is the times of the Gentiles. В этот период времени Израиль и евреи находились под гнетом уже греков, и это все времена язычников. And Israel, well, here's the Greek Empire, Ну, went all the way to India again. Греческая империя, она снова дошла до самой Индии. Pretty much the same as the Medo-Persian По Empire. территории практически та же, что и персидская. But Alexander the Great just kept progressing, defeating the Medo-Persians all the way to India. Да, ну Александр Великий, он как бы не останавливаясь, гнал персов, побеждал их вплоть до самой Индии. He was an amazing person and accomplished many conquests in a very short period of time. Потрясающий был человек Александр, осуществил очень много завоеваний за очень короткий промежуток времени. But that empire was destroyed by the Romans Но эта or империя conquered. была в 63 году окончательно уничтожена и завоевана римлянами. And the Romans obviously are in power in the first century during the time of the New Testament. И римляне, очевидно, были у власти как бы в первом столетии во времена Нового Завета. And the Roman Empire, it doesn't have an end because it just kind of disintegrated from within. И Римская империя как таковая, она и не закончилась, потому что она просто растлилась изнутри. About 500 or so AD, but you know, it's not a date. There's not a time that you can put on a timeline. Где-то в 400 каких-то там годах, в 500 каких-то годах, но вы даже не можете точной даты сказать, когда Римская империя перестала существовать, ее невозможно нанести на хронологию. It's the Roman Empire that destroys the temple and destroys the nation again in 70 AD. Но именно Римская империя уничтожила храм и снова уничтожила нацию в 70 году до нашей, простите, уже нашей эры. And there's a gap of at least 2,000 years from the first century. И потом мы видим разрыв, как минимум разрыв длится 2000 лет. So the Roman Empire extends into this period of time with I probably ought to make it indefinite with a dotted line or something. Да. Ну и вообще говоря, Римская империя, она продолжила в уже там немножко измененном виде свое существование. Мне, наверное, надо как бы просто пунктирную линию какую-то нанести. And now there's a new diaspora of Jewish people from here on out. И с нынешнего дня мы видим, ну, до нынешнего дня мы видим, что Израиль находится в диаспоре, в рассеянии. Until 1948, we have a regathering of Israel. Но в 1948 году мы увидели, что Израиль снова восстанавливается в земле своей. There'll be a revived Roman Empire towards the end of the age. И мы знаем, что в конце времен будет возрожденная, восстановленная Римская империя. And when Jesus returns, or the Messiah returns, that will be the end of the times of the Gentiles. Иисус, Мессия, вернется, то вот это будет уже окончание века язычников. So Времени that's язычников. the times of the Gentiles. Вот такие времена язычников. Dominating the nation of Israel. Когда они владычествуют над народом израильским. So, from that we can see a lot of history that you'll find in a secular textbook. И вот здесь уже вы можете увидеть много исторических параллелей и светских исторических. But it puts all that history in a biblical context. Но такое понимание позволяет всю светскую историю вписать в библейский контекст. And God is not only preparing Israel for the coming of the Messiah, И Бог не только готовит Израиль к приходу Мессии, but He's going to prepare the world as well, the Gentile world, the nations. но Бог также готовит весь языческий мир, все народы к приходу Мессии. So that when Messiah arrives, as Paul describes in Galatians 4 and 5, И когда Мессия приходит, как Павел описывает в Галатам 4 главе, 4-5 стихе, the first century is the fullness of times. то первое столетие это своего рода полнота времени. When the fullness of time came, God sent forth His Son, the seed of the woman, Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, born Сына of a жены, woman, который родился от жены, сказано в тексте. born under the law, under the
Mosaic law, подчинился закону или был рожден под Моисеевым законом, so that he might redeem those who are under the law. That's the Jewish people. чтобы искупить подзаконных, то есть еврейский народ. And that we, and I think he's referring broader than just the nation of Israel, might receive the adoption as sons. Дабы нам, и это нам оно простирается далеко за пределы израильского народа, и чтобы нам всем получить усыновление. So he's writing to the Galatians, who are predominantly Gentile. И это послание написано Галатам, которые в основном язычники. Gentiles are going to be gathered by Messiah. И язычники тоже будут собраны Мессией, чтобы получить усыновление. Gentiles will receive the adoption as sons. Язычники также станут сыновьями, будут усыновлены Богом. They're not descended from Abraham, they're adopted children. That's us. Они не потомки Авраама, они усыновлены Богом, и это мы с вами тоже. Now we could look at this preparation from different perspectives. И мы можем по-разному посмотреть, например, на эту подготовку мира к приходу Мессии. It has political aspects. Во-первых, мы можем увидеть политические аспекты этой подготовки. God used the Roman Empire to establish the Pax Romana, or the peace of the world during the Roman Empire. Бог использовал Римскую империю, чтобы установить так называемый Пакс Романа, или римский мир, на территории всего тогдашнего мира. The Messiah came in a time when people had peace to be able to think about the significance of Messiah. И Мессия пришел как раз в тот момент истории, когда установился относительный мир, и у людей появилось время немножко поразмыслить о Мессии, так сказать, духовных вопросах. So peace promotes the propagation of the gospel. Поэтому мир способствует распространению Евангелия. People aren't simply in a survival mode, trying to survive battle and war. Когда есть мир, то люди уже не живут в режиме, знаете, выживания, пытаясь пережить очередную битву или войну. So God used the Roman Empire to effect a peace so that people might be prepared for the Messiah. И таким образом Бог использовал Римскую империю, чтобы установить мир и приготовить мир к приходу Мессии. And we could look at some of the emperors. И мы можем посмотреть на вот эту хронологию разных императоров. You can study these in your secular world history. Вы можете это исследовать и в светской мировой истории. But some of these ruled during the time of Jesus. Многие эти императоры правили в течение жизни Иисуса. And others ruled in the first century when the church was beginning to flourish. Другие правили уже в первом столетии, когда церковь начала расцветать и распространяться. And there was a relative peace during that period of time. No other empire threatening the Roman Empire. И в течение этого мира был относительный мир, поскольку никакая другая империя не могла угрожать Римской империи. So the New Testament was completed in 95. These are the emperors that had influence over the early church. И Новый Завет был завершен где-то в 95-96 годах, и вот это те императоры, которые влияли на раннюю церковь. Now there was persecution, like for example under Nero and also Domitian. Конечно же, были гонения, как, например, при Нероне или Домициане. But Christ had already come and died on the cross. Но Иисус уже пришел, Он уже умер на кресте. And the church had been established. И церковь уже на тот момент была установлена, она сформировалась. And the New Testament ends in the era of Domitian. И Новый Завет заканчивается в эру Домициана. So we could say that there was a social preparation as well. И мы можем сказать, что была определенная социальная, общественная подготовка также. The main thing that was in existence in the first century was a universal language. Одним из ключевых аспектов первого столетия было существование всемирно известного языка. Virtually everyone spoke at least Greek. Практически все говорили как минимум на греческом. People had their own ethnic languages, but Greek was spoken by virtually everyone. It was the official language of the empire. У людей были там свои родные языки их народов, но в принципе все говорили на греческом, это был официальный язык Римской империи. So it's no surprise that the New Testament was written in Greek. Поэтому не должно никого удивлять, что Новый Завет написан на греческом.
So we have Roman roads that made the gospel easy to spread. И также римляне построили хорошие дороги, которые позволили быстро распространять Евангелие. So these are social things. Поэтому Language is one of the most important, so I put it on there. Общественные факторы, из которых язык наиболее важный, и я поэтому поместил на But таблицу. the roads of the First Empire made it easy for Paul to travel all over the known world. Но римские дороги чрезвычайно облегчили апостолу Павлу и другим путешествия по Римской империи. Here's an example from archaeology that is mentioned in Scripture, the Ignatian Way. И вот это археологические определенные свидетельства о упомянутом в Писании пути Игнатия, и Игнатийская дорога. This is the Ignatian Way, and it dates back to the 1st century. И это вот Игнатийская дорога, которая датируется как раз-таки первым столетием. In fact, I've shown you other photographs already of Roman roads, even in the land of Israel. И я вам уже показывал другие фотографии римских дорог, даже вот в земле израильской, которую они проложили. So these are quite accomplished engineers of that time. Поэтому, вообще говоря, это с инженерной точки зрения были весьма продвинутые конструкции для своего времени. You have a Greek or Hellenistic culture that most people were familiar with, so there's a lot of communication that made communicating the gospel easy. И также есть общая греческая, эллинская культура, с которой более-менее знакомы были почти все, и это облегчило проповедь Евангелия An также. example of the Greek culture is the theater at Ephesus, one of the largest, well, it's the largest that is known from the known. И пример греческой культуры — это амфитеатр в Эфесе, самый крупный из известных нам. Every city of prominence that archaeologists have found have a theater. Not all of them this large, but there's a theater. Каждый заметный крупный город того времени, там был такой амфитеатр, и, может быть, не такой крупный, как здесь, тут 25 тысяч вмещается, но там амфитеатр был. In fact, at Ephesus, there's a second one that's a small one that's more typical of other cities. И в Эфесе, кстати, был и амфитеатр поменьше, и вот такие амфитеатры поменьше были типичными для других городов. But they also have a large one that they estimate seated 25,000 people. Ну, у них был такой вот большой комплекс, да, 25 тысяч мест. Give you a perspective. Here's a person. There's a person. Ну вот, чтобы вы просто People. видели, вот там вот где-то, вот видите, точки маленькие, это люди. Вот, чтобы видели, каких размеров было сооружение. So the Hellenistic culture, education, you have libraries. Итак, эллинистская культура, образование, есть библиотеки. And then, as I've mentioned already, the Greek И, language. как я уже упоминал, греческий язык. Okay. And there's other preparation, not only cultural, or social, but economic. Также среди аспектов подготовки не только политический, социальный, но и экономический. And there was some economic unrest, but it created within people questions about their security. И была как бы экономическая нестабильность была в то время, не очень сильная, но все равно она вызывала у людей чувство незащищенности.